мы затронули штурм Мосула. Возвращаемся. Вернемся немножко к нему. Отметили, что при штурме Мосула готовится эвакуация, переселение более чем 1 миллиона человек. Это вот что? Вообще, штурм Мосула – это большая, так скажем, политическая игра в регионе. Прежде всего, я уже говорил, что штурмом Мосула будет координировать иранский генерал. Будут там участвовать и американцы, будут участвовать турки, курды, всякая сирийская оппозиция. Вот, и на 3,5-4 тысячи боевиков, где-то вот здесь более-менее цифра схожа, планируется коалиция в составе, там разные подсчеты есть, от 30 до 120 тысяч. Вот. То есть от 30 тысяч конкретных участников до 120 потенциальных участников. Там, например, посчитали 5300 каких-то американских спецназовцев, которые будут готовы в любой момент там куда-то вмешаться, но как таковые они там даже на этом ТВД не появятся. Важно здесь другое. Зачем им срочно потребовался этот Мосул? Мосул страновикам нужен как успех перед выборами в Соединенных Штатах. Им нужна победа, им нужно показать собственное превосходство над Россией, которая с сирийской армией завязла, в кавычках имеется в виду, завязла в Алеппо. Хотя с такой скоростью, как освобождается Алеппо, это просто потрясающе, как районы быстро освобождаются. Есть большое подозрение, что там проходят обкатку наши боевые роботы. Вот. Потому что очень качественно все происходит. В Алеппо зависли иностранные, их советниками трудно назвать. Они командуют вот этими всеми подразделениями ИГИЛ. Это и турецкие офицеры, это и спецназ Соединенных Штатов, Великобритании. Они там все завязли, поэтому это весь вопрос о том, чтобы их вывести. Вывести их из города – это вообще благое дело. Вот, поэтому пусть выходят, в поле-то их проще, и экономике Сирии меньше ущерба нанесется. Так вот, чтобы там все это не произошло, значит, у России, не получается вывести, Соединенные Штаты же против этого. Но при этом прошла информация о том, что те же самые Соединенные Штаты говорят, что все боевики, которые захотят уйти из Мосула, могут уйти. И направление, естественно, этого движения куда? Алеппо. То есть усилить группировку в Алеппо за счет тех террористов, которые находятся в Мосуле. А Мосул освободить, политический эффект и все прочее. Но это же и мина замедленного действия. Вы представляете, как совместить курдов РПК, которые ненавидят турки? А они вместе будут там участвовать в освобождении Мосула. А еще есть так называемая сирийская оппозиция. Как показало освобождение Джараблуса, что происходит? Сегодня ИГИЛ, а как только подошли турецкие войска, он тут же становится бойцом сирийской свободной армии. Все, моментально. Вот. То есть, но конфликт-то не будет снят. Как его дальше решать? А Иран со своими интересами? То есть там готовится потенциально большая мясорубка уже помимо вот этих игиловцев, которых выведут из Мосула. Почему выведут? Чтобы показать, мы мирно не бомбим город. Хотя как не бомбят город, когда они его просто утюжат артиллерией и авиацией. Просто утюжат. Манбидж освобождали, так там просто ад творился в гражданских кварталах. Американцы не разбирали. Вот. Это они про нас говорят там что-то. Где-то мы что-то там нарушили и все прочее. Хотя у нас каждый авиаудар снят, и его можно посмотреть.
Американцы свои авиаудары не снимают, но внизу люди, в общем-то, снимают и показывают, что происходит, когда бомбят американцы. Вот, по-моему, в марте месяце или в феврале, ну где-то так, было уничтожение бухгалтерии ИГИЛа. И там американский генерал говорил, вот мы планировали, что будет убито 50 мирных жителей, готовы были даже, чтобы 100 было убито. И вообще нам надо теперь медаль дать, что убито было всего лишь там 7 или 8. 7 или 9, там, не помню сейчас. То есть они сознательно всегда планируют потери мирного населения. Вспомните бомбардировки Соединенными Штатами Великобритании, Германии. Они военные разве объекты бомбили? Они бомбили города. Дрезден был культурным городом. Вот когда говорят, что вот Париж объявили себя открытым городом, и поэтому все памятники сохранили. Немцы не стали делать. Да, не стали. Но фактически по отношению к Западу Дрезден был таким же городом. То есть там специально было собрано именно гражданское население и госпитали. И культурный памятник. Что сделали с ним культурные англоамериканцы? Они его просто разбомбили в ноль. Вот, кстати, это вот западная культура, когда говорят, вот Ленинград бы сделали бы открытым городом, он бы сохранился. Нет. Его постигла бы судьба еще страшнее Дрездена. Его просто бы сравняли с землей. Вот. Потому что культурные программы разные. Вот. Для них это вообще ничего не значит. Поэтому вот американцы, они не считают мирное население вообще. Им нужно выполнить какую-то военную задачу, они ее выполняют. Но почему им страшила бухгалтерия? А чтобы концов не было видно. Куда и кто легализовывал вот эту нефть, кто поставлял оружие, кто поставлял деньги на оплату боевиков. Так вот, им Мосул, с одной стороны, предъявить на выборы Клинтон, что мы вот без всяких бомбежек выпустили этих террористов, сохранили мирное население и освободили. А с другой стороны, а дальше хоть трава не расти, главное сейчас России пику вставить. Сейчас мы не допустим падения Алеппо перед выборами. Для Клинтона это страшный сон. Просто вообще катастрофа. Это крушение всей политики администрации Обамы, который поддерживает Клинтон. То есть здесь однозначно люди побегут голосовать за Трампа. Поэтому им сейчас нужно реализовать именно вот в этом плане. Но глобальщикам усиления Клинтон не надо. Они не хотят Россию усиливать, но и усиливать Клинтон не надо. И им сейчас вот эта вот бойня тоже никак не нужна глобальщикам. Поэтому иракский генерал-координатор, турков подгоняют под Иран. Иранский генерал. Иранский. А, ты сказал иракский. Извините. Вот. Иранский генерал всем будет руководить изначально. Вот. Под них подгоняют Турцию, дальше уже разводят курдов, Соединенные Штаты на основе того, что масса насилия у Ирана больше. Так что решение по Мосулу вот сейчас, которое вот они ввязались, оно очень и очень сырое. Американцы, страновая элита, сейчас хватаются за все, что только могут. Везде, где только могут какую-то пику вставить. Где-то что-то, вот, ну хоть что-то, какой-то результат получить. Ну вот, понимаете, некоторых история учит, что ничему не учит. Что произошло у них, когда они раньше времени активировали Сирию, раньше времени активировали Украину? Вот. Приходит к срыву сценария. Вот. Так вот, здесь то же самое. А сейчас они вообще без сценария пошли. Им нужно что-то предъявить, а дальше хоть трава не расти. Им надо победить с каким-то результатом, чтобы сохранить игиловцев, свой инструмент принесения, это влияние на американскую, вернее, на внешнюю политику и внутреннюю политику других стран. И нужно победить. Для этого им нужно освободить Мосул. А дальше планы у них вообще не просматриваются. Они вообще не думают, что они будут делать. И боевиков из Мосула надо еще как-то в Алеппо доставить, в блокированный. Да, это, в общем-то, как бы по-крупному не проблема.
Вот. Даже пусть не в Алеппо, это как деблокирующий удар пойдет, все равно будут вынуждены отвлекать силы и средства.